Привет, с вами Алена, и я помню, что вы очень просили вам показать стандартный комбинированный педикюр. Но хочу сказать, что стандартных педикюров, наверное, быть не может, потому что ножки у нас у всех разные, и в данном случае есть проблема. Обратите внимание, палец вздернут вверх. Это гипертонус в стопе и плюс плоскостопие. В общем, здесь просто необходима помощь ортопеда, ну а я, как мастер маникюра и педикюра, могу только облегчить состояние, счистить все, что не нужно, но хотя бы как-то спасти ситуацию. Первое, что мы делаем, это, естественно, убираем свободный край. Работаю я в данном случае пряморежущими кусачками, потому что у меня в планах немножечко подрезать бочка, поэтому доставать кусачки для ногтей даже и не стала. Тут особо и резать-то нечего. Все было практически сразу коротко. И забегая вперед, хочу сказать, что ноги, кстати говоря, принадлежат девушке, которая сейчас готовится к забегу или кроссу, как там это называется. В общем, у нас тут есть такое мероприятие, люди бегают на время и на скорость дружной толпой, и она тренируется каждый вечер после работы, бегает по сколько-то много километров, и, естественно, это дает свои плоды. Если вы уже успели заметить, то на втором пальчике у нее есть небольшой кровоподтек, ну такой мини-синячок вот ближе к свободному краю, это было видно, когда я брызгала антисептиком. Это происходит потому, что у нее второй палец длиннее, чем все остальные. У меня, кстати говоря, точно такая же проблема. И вот тут очень важен, снова говорю еще раз, очень важен подбор обуви, потому что если вы обувь подбираете по первому пальцу, а не по тому, который у вас длиннее всего, то, соответственно, тот, который длинненький, он будет вроде как мешать. И тут все вполне логично. При беге постоянно происходит удар. То есть, представляете, каждый шаг, когда ты бежишь, это удар ноги внутри обуви, и тут у нее этот самый пальчик бьется просто об стенку ее кроссовки. Ее кроссовка, как там правильно, кто там русский язык любит меня поправлять, поправьте. В общем, об обувь он изнутри начинает биться, и это не есть хорошо. Вообще в кроссовках есть шнурки, и шнурки эти там не просто так, они существуют для того, чтобы фиксировать ногу. Но я и сама грешу тем, что, наверное, как и многие из вас, просто завязываю кроссовки так, чтобы больше никогда их не развязывать и заходить в обувь и выходить из нее. Знаете, да, такое, зашел, вышел, очень удобно и быстро, потому что мы все торопимся. Но на самом деле это в корне неправильно, особенно если у вас постоянная физическая нагрузка. Вот с такими проблемами часто как раз-таки спортсмены сталкиваются. То есть если они неправильно подбирают кроссовки или как-то не так, как завязывают, если в кроссовках неподходящая стелька, а не подходящая, в принципе, сейчас любая, кроме той, которую вам изготовили индивидуально, то могут быть вот такие вот последствия. Ноготь, точнее палец начинает немножко загибаться, это называется молоткообразный палец. Естественно, наступает деформация и болеть начинает косточка. Вот там, где первая фаланга, я думаю, многие сталкивались с тем, что у некоторых клиентов или даже у нас самих бывает такое, что вот на этой фаланге, там, где хрящик, ну или косточка, которая выпирает, да, там образуется такая непонятная мозоль, которая потом еще и не проходит. То есть там нарастает кость в итоге. Это вот как раз-таки нам и говорит о том, что что-то у нас подобрано неправильно. Но я тем временем работаю педикюрной каплей, далеко лезть не буду, потому что, во-первых, это не есть хорошо, я уже об этом говорила неоднократно, а во-вторых, у нас педикюр без покрытия, и я его делала не для того, чтобы там что-то покрасить, а для того, чтобы поработать вот сейчас с этим уголком, который я показываю, потому что он подкручивается. Вот я сейчас проверяю кюреткой, смотрите, сколько там всего поднакопилось, пока она у нас там бегала. Вот, мы хотели именно его обработать, его немножечко разгрузить, вытащить из него всякие там вот эти вот штуки неприятные. И еще также можно наблюдать, что конкретно вот этот вот ноготь, он, получается, у нас подкручивается, точнее палец подворачивается, а на ноготь постоянно оказывается воздействие от второго пальца, а в кроссовке все это сжимается. Ну и, собственно говоря, вот вам результат. Пальцы просто стабильно, постоянно, систематически ноют, не прекращая. И человек к этому состоянию, к сожалению, привыкает и думает, что, в принципе, так и должно быть. Ровно до тех пор, пока ему все не обработаешь, и он не скажет: блин, как же классно, как же сейчас легко. Вот. Ну, также я в работе использую, помимо пряморежущих кусачек, я использую кусачки на кожнице. Самые обычные у меня от Nippon Nippers. Какая модель, здесь не скажу, потому что я взяла себе на пробу все модели, чтобы выбрать ту, которая понравится больше всего.
и в итоге ничего не выбрала. Я так и не могу понять, какая мне нравится больше всего, потому что они меня все устраивают. А ввиду того, что я вообще очень сильно стараюсь не привязываться к инструменту, ну, знаете, мало ли чего, на завтра перестанут выпускать любимые кусачки и сядешь в лужу. Поэтому я работаю всегда разными и всеми, да и не только кусачками. Да, конечно, кусачки это вообще просто моя любовь номер один, но в салоне иногда бывает такое, что расхватает инструмент, и тебе остаются только твизеры или ножницы, и работаешь с тем, что есть. И, конечно, у компетентного мастера это ни в коем случае не должно влиять на качество работы. Но что касается педикюра, я все же считаю, что кусачки там просто незаменимы. Ну, по крайней мере, для меня. Можете написать свое мнение в комментариях, кто чем делает педикюр, кусачками, ножницами или твизерами. Ну, а я свое уже здесь сказала. Дальше, после кусачек, у меня в ход идет обязательно фреза пламя. Это с красной насечкой, это уже вообще классика жанра. И обратите внимание, что я, как всегда, использую присыпку. В данном случае я ее использовала даже не один, а 2 или, может быть, 3 раза. Я даже сейчас уже не вспомню, потому что ножки были влажные, и еще они были такие немножко жирненькие. Я думаю, что это связано с тем, что она пользуется кремом, то есть ухаживает за пальчиками, за стопой. А это лишний жир, лишнее увлажнение. Конечно, в день педикюра или маникюра лучше просить клиентов не использовать ни крема, ни масла, потому что потом ваши фрезы скажут вам до свидания. Что еще могу сказать? Стопу показывать сегодня не буду. Если вам нужна прям стопа, вы, пожалуйста, мне тоже напишите. Потому что, как выяснилось, отснять обработку стопы — это то еще занятие. Я в прошлый раз модель переворачивала на живот. На меня вообще люди очень странно смотрели в салоне, когда у меня модель лежала попой кверху, для того, чтобы я смогла ей обработать пятки и показать это на камеру. Потому что, особенно если работаешь педикюрными дисками, а я в основном работаю ими, то есть практически нет в работе колпачков. В последнее время что-то перешли на диски. И там, получается, если ты работаешь в камере, то показать шансов практически 0. Но если очень сильно нужно или кто-то не знает, как это делается, то, конечно же, напишите. А вообще я также оставлю ссылку, помимо того, что на инструменты, я оставлю ссылку и на вот эти вот пододиски. Это тоже торговая марка Atis. И у них есть, естественно, онлайн-курсы, где все просто и понятно показано. Я сама эти онлайники проходила для того, чтобы понять, как работать дисками. И, в общем-то, одного раза мне было вполне достаточно, особенно если вы работающий мастер. Я думаю, что разберетесь без проблем. Ну, а я тем временем уже перехожу к шлифовке, обрабатываю кутикулу, дорезаю какие-то маленькие несовершенства. В процессе пытаюсь пристрелить своего внутреннего перфекциониста, потому что на ногах это прям совсем-совсем ни к чему. А на ногах, если вы сделаете небольшое микротравмирование, маленький порез, хоть где-то проступит кровяная роса, то имейте в виду, что человек потом оденет свои старые носочки, ну как старые носочки или колготки, в которых он пришел, и прыгнет в ту же самую обувь, и это может закончиться каким-нибудь воспалением. А не потому, что у вас инструмент не стерильный. Я с этим тоже сталкивалась, что многие пишут, там, типа, вот на меня клиент, значит, говорит, что у меня плохие инструменты, а у меня все стерильно, а у нее вот воспалилось. Воспаляется вот банально из-за таких вещей. Вот сейчас мы, кстати говоря, подрезаем вот этот уголочек, потому что, ну, без этого, короче, никак нельзя, он туда подкручивается. И также хочу напомнить, что я всегда рекомендую клиентам на педикюр брать чистые носочки. Ну, как бы обувь, понятное дело, новую не возьмешь, но чистые свежие носки обязательно, чтобы после процедуры, по крайней мере, носок был свеженький. И тогда шансов, что что-то пойдет не так, будет намного меньше. Вот обратите внимание, у меня тут что-то повылезало. После прохода антисептиком такое бывает очень часто. Мой перфекционист не сдавался, поэтому я продолжала резать еще и еще. Но, слава богу, обошлись без кровопотерь. И, в общем-то, наш педикюр закончен. Вот такие вот симпатичные пальчики у нас получились. Напоминаю про кровоподтек на указательном. Он как был, так остался. Это что-то типа маленького синячка. Только не пишите, пожалуйста, про волосы на пальцах ног, ну, потому что, ну, такое бывает, короче, мы все люди. Ну и дальше, конечно же, маслице на уход. Также рекомендую его на домашний уход клиентам. Оно прекрасно пахнет, быстро впитывается, а еще по нему круто шлифовать стопу. Короче, кому нужно про педикюр, просто напишите в комментариях. Пока-пока!